Наконец-то это произошло. С мечты об этой камере начался мой путь от Canon к Sony. Камера, находящаяся в жутком дефиците, стоящая как хороший автомобиль. За цену FX6 на японской вторичке я мог бы легко взять 3 Canon C200. Но у меня было много времени подумать, потому что эту камеру я ждал с мая. 3 месяца. В этот промежуток я приобрел фотоаппарат Sony A7C, на который я сейчас снимаю. На нем я тренировался с профессиональными цветовыми пространствами, которые не мог предложить Canon. Кайфовал от потрясающего 4К, гироскопической стабилизации. Сменил всю оптику, а также сформировал команду и снял видео, показавшее всю мощь полнокадровых 8-битных фотоаппаратов Sony A7 III Carl. Данный обзор я готовил долго, потому что камера просто неделю стояла на столе, в то время как я читал мануал. Мой первый в жизни мануал к камере. Чтобы вы понимали, до этого у меня было 4 фотоаппарата. Nikon, Panasonic, Canon и Sony. И ни с одним мне не приходилось изучать меню, камеру больше 2 дней, потому что логика всех фотоаппаратов одинаковая. Даже меню в той же Sony и Canon практически идентичная. Моя A7C на японском языке, между прочим. Но FX6 сразу спустила меня с небес на землю и показала, что есть куда расти. FX6 умело обманывает ожидания. Взяв впервые ее в руки, я влюбился. Эргономика создает впечатление, что ты готов работать. Вот, ты готов снимать. Но включив аппарат и попробовав снять хоть что-нибудь, вас ожидает неприятный сюрприз, потому что вы не понимаете, что происходит вообще. Органы управления и меню не похожи ни на один фотоаппарат. Нет таких понятных вещей, как колесо компенсации экспозиции, кастомные настройки пользователя, непонятные для среднего видеографа термины индекс экспозиции. Вместо ISO у вас внезапно гейн. Можно включить ISO по желанию, но опять-таки камера заставляет растеряться, потому что, например, автофокус в 4К 120 FPS обещанный вдруг не работает, автофокус. И чтобы его включить, приходится читать мануал. И таких подводных камней полно, не везде. Это болезненный этап, то есть знакомство с данной камерой это больно. Но это важный этап, который необходимо преодолеть, потому что все важные этапы в моей жизни были связаны с дискомфортом. Я привык. Ключевая мысль, которую вам необходимо понять: в данной камере вам дают меньше возможностей в выборе, чем в фотоаппаратах. Но каждый выбор, имеющийся здесь, он выверен разработчиками самой камеры. Если вы работали с гибридными фотоаппаратами Sony, особенно после любой другой системы, например, Canon Привет, вас подкупают возможности, гибкость камеры, которые в умелых руках позволяют получить качественный результат, качественнее, чем любой другой производитель может предложить. Несколько вариантов лого, там 3 HLG, 10 цветовых профилей, там пресетов и так далее. Вся музыка в любых видео на этом канале из Epidemic Sound. В описании есть ссылка на месяц бесплатного использования этого сервиса. Пользуясь Epidemic, ты получаешь лучшую библиотеку качественной музыки для собственных видео и оказываешь прямую поддержку лично мне. Спасибо. И от кинокамеры, а я буду называть FX6 именно так, это официальная камера для кино, Netflix approved, все дела, на которую я, понятное дело, буду снимать все что угодно, кроме кино. Так вот, вы ждете еще больше возможностей от кинокамеры, но получаете обратное. В твоем фотоаппарате было 3 лога. В этой камере в кинорежиме у тебя всегда S-Log 3, SGAMO 3 или SGAMO 3SYN. Все, поменять нельзя. И это логично, ведь по-честному, вот в фотоаппаратах Sony единственный рабочий лог это, допустим, S-Log 2, да, и все об этом знают и пользуются именно им. И, несмотря на выбор, пользуются S-Log 2. Так вот здесь отсекли все лишнее, по мнению создателей. В кинорежиме ISO, кстати, целых 2 на выбор. 800 или 12800, выбирайте. Это нативная ISO, при которой минимальное количество шума. Но опять-таки, их 2. На 800 не хватает экспозиции, переключайся на 12800, да? Пересвет на 12800, ну врубай ND. Он же у тебя встроенный. И это все я говорю про режим Cine EI, да, при котором данная камера работает именно как кинокамера. Тут нету автоматической регулировки параметров, будь то там диафрагма, выдержка, ты ничего не можешь сделать. Ты подготавливаешь окружение, свет под камеру. Да, ты выстраиваешь таким образом свет, чтобы
он влезал в твой рабочий диапазон. Желательно в тот, который будет в итоге видеть зритель. Там 6 ступенек. Вот идеально трамбовать. Это я начал сразу со сложного. В камере есть базовый режим обычный, кастом, который удовлетворит потребности 90% снимак. Нашумевший S-Cineton, который пришел с больших кинокамер Sony Venice, теперь де-факто, вот серьезно, можно называть лучшим цветом из коробки. Точно рассчитанное цветовое пространство с закосом именно под кино станет постоянным режимом зажиточных свадебщиков или эксцентричных блогеров, таких как я. Это все еще Rec 709 8 бит, но с безумным количеством метаданных. Данные футажи — это самый первый S-Cineton, который я снимал на FX6, и я пережег местами хайлайты, но смотрите, как они ловко восстанавливаются, просто крутилками в примере убавил хайлайты, экспозицию, и они сохранились. То есть это не серые области, в которых нет инфы, это реально детали в хайлайтах. Информация, которая, судя по гистограмме, там уже быть не должно, если бы это касалось просто фотоаппарата. Ну и, конечно, обратите внимание на то, насколько мало шума на 12800 ISO. Ясно дело, что это второе нативное ISO. Даже в самых темных областях шумок, но он как бы нативно присутствует, как и на любой цифровой камере. Это для меня также очень важный пункт в камерах Sony. Светочувствительность в темных областях. В отличие от обычного Rec 709, у которого около 6 стопов динамического диапазона, в S-Cineton у вас 13. К слову, S-Log 3, максимальный режим в этой камере, 15 стопов. Наглядный пример отличия цветов фотоаппаратов Sony от кинокамер. Ну, в принципе, фотоаппаратов от кинокамер. Здесь не совсем объективный обзор, но это одна и та же локация, одна и та же листва. Достаточно, старым не назову, 2015 года камера A7 III, дающая еще тот старый соневский фотоаппаратный цвет, который многие критикуют за странные оттенки зеленого, за скинтон, который далеко не всем нравится. А справа цвет кинокамер. Sony, в частности, Venice, FX9, ну и FX6. Зеленый абсолютно иной, натуральный, сатиновый, мягкий. К слову, в новых фотоаппаратах Sony цвет тоже другой. В той же самой A7C там переработанный Color Space, там другой зеленый, там другой скинтон, уже ближе к тому, что мы можем получить в FX6. Поэтому сейчас, на момент 2021 года, говорить о том, что Sony дает странный цвет, это неправда, не объективно. И очень близкий к FX6 цвет дают A7S III, FX3, но у меня нет возможности сравнить их рядом, но судя по обзорам других блогеров в интернете, я могу сказать, что FX6 дает наиболее натуральный киношный цвет. Не цвет broadcast, да, как цвет для телевещания максимально естественный. Он все равно идет со сдвигом в Cinematic, как S-Cineton. Но не обманывайтесь, допустим, на битность. 8-10 это всего лишь компрессия цвета. Она не отвечает ни за динамический диапазон. Если вы не умеете получать результат в 8 битах, то 10 бит вам не даст ничего, вы ничего не исправите, если накосячите, потому что это мизерная разница по сравнению, например, с каким-нибудь 16-битным RAW, который данная камера может отдавать на внешний рекордер, в себя писать не может пока. В режиме кастом у вас Rec 709, HLG, BT2020, диапазон ISO вплоть до 409 600. Да, огромный. Возможность автоматической регулировки всех параметров. Хотите лог или гамму, тут уже только в Cine-Eye снимать кино. Отдельно расскажу понятным языком, что же такое EI, индекс экспозиции. Изначально этот параметр ввел меня в ступор, честно. Я видел его на мониторах, на бэкстейдже большого кино. Думал, это аналог ISO. Начал смотреть обзоры зарубежных амбассадоров Sony. Что это такое? Посмотрев буквально кучу видео, десятки минут, я не понял. Начал трясти своих коллег-блогеров. Никто ничего не понимает. Мне помог Илья Любимов, который прочитал мне целую лекцию. Если вкратце, индекс экспозиции вообще не влияет на итоговый материал никак. Если ISO усиливает сигнал на сенсоре, то EI работает с уже сформированным цифровым сигналом постфактум. То есть эта штука нужна только для оператора и режиссера, который смотрит материал на плейбеке. С помощью индекса экспозиции вы, грубо говоря, можете посмотреть, как будет выглядеть ваш лог на несколько стопов экспозиции вверх или вниз, не меняя во время записи ISO или какие-то другие параметры. По сути, это очень похоже на LUT.
Например, для мода для цешки я всегда делал проявочные луты, чтобы на Atomos экспонировать правильное HLG или лог. Но в отличие от лута, индекс экспозиции работает только с яркостью, не затрагивая контраст. Тут логика такая же, как с ISO. Вы выставляете значение EI равное ISO, допустим, 800 и 800. Далее, удваивая, уменьшая в 2 раза EI, мы будем перемещаться на одну ступень экспозиции или там больше во сколько выставим. Цифры аналогичные ISO. От базовых 800, 1600 EI равно одной ступени экспозиции вверх. Ставим 400 EI. Это ступень экспозиции вниз. Но, чтобы увидеть работу EI, нужно включить MLAT. Это также меня сначала запутало, потому что я переключал EI, а у меня картинка не менялась, да? А чтобы увидеть воздействие индекса экспозиции на гистограмме в этой камере, нужно включить MLUT, монитор LUT, да? На выход HDMI SDI. Вот такая логика. Логика работы Gain, который работает в децибелах и его используют вместо ISO, также простая. 6 дБ гейна равно одной ступени экспозиции. Ориентировочно в камере стоит сенсор от Asimos 3 и FX3. Это логично, потому что поставив сюда 6К сенсор от FX9, например, Sony бы просто убила старшую линейку, потому что мы получили бы все те же возможности, только за сумму в 2 раза меньше. Это позволило FX6 показать лучшие характеристики слоумо, чем FX9. Также просто потому, что камера новая, FX6 имеет больше фазовых точек фокусировки на сенсоре. 627 против 561 у FX9. Сам автофокус сочетает фазовую и контрастную технологии. Так, а сейчас страшное. В FX6 нет фокус-трекинга. Это важный нюанс. Нельзя нажать на экран и выбрать персонажа или объект, который будет отслеживаться камерой. В остальном же автофокус работает идеально, да? Есть режим фокусировки по лицу, по глазу, в том числе животного, зацепившись за которое, камера держит его до последнего. Если человек повернулся спиной, камера не меняет фокус и ждет, пока лицо вернется. Как и в других, в гибридных, например, камерах Sony, можно настроить скорость и плавность перевода автофокуса. В данном примере фокус стоит именно по лицу, но не приоритет лица. То есть камера, когда лица нет, переводит его на другой контрастный объект. В данном примере фокус работает идеально при съемке на улице. Когда я снимал видео, первые самые с Sigma 85 у меня лично были проблемы, лицо терялось. И если вы делаете упор именно на автофокус, полагаетесь на него, то используйте в приоритете GM стекла. Камера имеет странные ограничения. Например, в режиме Crop Super 35 можно снимать только Full HD, поэтому прием переключусь и поменяю фокусное расстояние на кропе больше не всем подходит. Также вопросики к меню. На простое нажатие кнопки меню открывается зачем-то аналог Quick меню, как там в других камерах было. Которая, по моему мнению, неудобная, я им не люблю пользоваться и почти не пользуюсь. Зажав кнопку меню, мы попадаем в полные настройки. У меня вопросики к навигации в камере FX6. Мы можем перемещаться с помощью крутилки, вот, слева боку, или с помощью джойстиков. И если к перемещению с помощью крутилки, в принципе, вопросов нет, к этому привыкаешь, и как бы оно работает всегда хорошо, то к джойстику есть вопросики. Например, вот джойстик на ручке ловит ложные нажатия. Нажав джойстик вправо, легко понять нажатие по центру и наоборот. Такие мелочи, они раздражают, постоянно промахиваешься. Также неудобно просматривать отснятый материал в этой камере, потому что нет плавной перемотки просмотра видео. И как было в фотоаппарате цешки, ты нажимаешь вправо, один раз у тебя скорость 2, еще раз скорость 4, там, еще раз скорость 8 и так далее. В целом ощущается тяжесть в этой камере, то есть нету вот этой легкости, когда в фотоаппарате быстро на ходу все понятно, тут сложно. На корпусе камеры 8 функциональных кнопок, включая верхнюю и боковые ручки, которые можно переназначить. Например, на кнопку 2 я назначил смену базовых ISO, а на 3 режим работы автофокуса по лицу. Внешний вид камеры практически повторяет старшего брата Sony FX9. Но там кнопок еще больше, и если при первом знакомстве с камерой меня поразило количество внешних органов управления, и даже показалось избыточным, то сейчас я могу сказать, что их хватает впритык. Все настройки камеры, что круто, можно записывать в профиль на SD-карту. Таким образом,
перенастроить взятую в ренте камеру. Просто пришел, вставил флешку. И мы просто заходим в профиль, ранее сохраненный, когда сохраняются все настройки, в том числе и кнопки, все параметры. Поэтому стоит заранее назначить кнопки и потом перезаписывать профили. И выбираете профиль, камера перезагружается, и вот у вас нужный вам режим. Это удобно, правда. FX6 работает от батареи формата BPU, которые внешне очень напоминают NPF. Их многие путают, только BPU в 3 раза дороже. В японской комплектации, кстати, батарейки не идут, пришлось докупать отдельно. Только сетевой провод. Я купил BPU 70, это в 2 раза больше комплектной батареи U35, а это примерно 6,5-7 часов работы. Также я приобрел V-Mount на плечевой риг. Ну вот об этом сетапчике я расскажу в отдельном видео. Батарея немного выступает из камеры и люфтит, что сначала немного напрягает, но потом ты внимания не обращаешь, потому что как бы она ни люфтила, она не выскакивает, камера работает. Боковая ручка подключается к специальному байонету и также люфтит. И на первый взгляд камера выглядит какой-то пластиковой, да, как будто игрушечной, учитывая вес, легкий. Но внутри металлический корпус, все по красоте. И кроме вот этих 2 нюансов у меня вопросов к сборке нет вообще, потому что, ну, я допускаю небольшой люфт у аксессуаров, которые движением руки у вас отстегиваются, да. Также есть возможность вот эту ручку боковую, кстати, отсоединить и перевесить вообще в любое положение, независимо от расстояния до камеры. Кстати, лайфхак. Не нужно покупать дорогие провода от Small Rig, такие витые, красивые для подключения ручки. Подходят обычные удлинители для наушников, но убедитесь, что у них 4 контакта. Иначе камера выдаст ошибку и ручка не заработает. Я собрал плечевой риг, и вот эту ручку камеры вывел как ручку самого рига. Вот вместо вот этой деревянной я подключаю. И таким образом я могу управлять камерой записью прямо с плеча, не меняя руку. Камера вот тут на плече. Удобно. Обладая FX6, вам не нужны другие аксессуары или обвесы для большинства ситуаций. Камера легкая, очень сбалансированно ощущается в руках. То есть вес моего сетапа вкупе с тяжелым объективом Sigma 424, на который вот сейчас снимаю на цешке, и большой батарейкой на 7 часов U70, составляет всего 2,1 килограмма. Прикиньте, да? Что потянет любой современный стабилизатор для фотиков. Без ручек вот этих понятных можно отсоединить, камера еще легче. По размеру чуть больше фотоаппарат становится. Но таким образом мы потеряем аудиоинтерфейс, который располагается только на верхней ручке. Вот этот интерфейс. Тут 2 XLR. Вот. И в камере других портов подключения микрофонов, к сожалению, нет. В камере, кстати, нет 3,5 мм порта для подключения микрофона, только выход на наушники. И таким образом, вкупе с профессиональными интерфейсами SDI, тайм-кодом, повышенным питанием, Sony как бы проводит разделительную линию между линейкой гибридных фотоаппаратов и линейкой кинокамер. Хотя FX3 тоже Cinema Line камера, которая очень близка к этой камере по характеристикам, но они почти близнецы. На деле это 2 разных устройства под разные обвесы, под разные площадки и технику использования. Отдельно про кодеки. Камера пакует видео в MXF контейнер, который летает на монтаже не хуже ProRes. Весь материал записывается в камере с частотой субдискретизации 4.2.2, 10 бит. На выбор можно отдавать 16-битный RAW-сигнал по SDI, себя она не может писать такой поток. А кодеки на выбор у нас XAVC-I, это All Intra, или XIVC-L, это Sony Langop. При этом Langop в 4К будет записываться почему-то в 8-битном цвете, хотя Full HD пишется в 10 битах, опять-таки подводные камни. Одна из ключевых фишек данной камеры — это встроенный электронный ND-фильтр. Пластина, на которую подается напряжение, что удобнее, чем слайды в других камерах. Возможность плавного изменения ND позволяет делать ранее недоступный эффект. То есть, да, понимаете, грид меняется, а яркость нет. Прикольно. Тестов на сдвиг баланса белого при использовании встроенного ND я не делал. Таких тестов достаточно в интернете, я скажу лишь, что это лучший ND-фильтр среди моих. Кстати, интересная инфа из мануала. Если у вас вдруг заклинило ND и он не убирается, снизу камеры есть спрятанный шуруп, там на днище, который можно покрутить против часовой стрелки отверткой, и фильтр как бы спрячется механически, прикольно. В мануале, кстати, и про подключение видеомагнитофона есть, но это скорее косяк российских переводчиков, чем реально фишка, да? 4К видеомагнитофон.
Slow-mo — это отдельная тема, тут можно голову сломать. В камере есть режим S&Q, Slow and Quick, то есть режим быстрого переключения в режим Slow-mo по нажатию кнопки и обратно. Так вот, при использовании честных 4К 24 кадра в секунду, а максимальное Slow-mo всего 60 FPS. Ладно, ставлю 25 FPS. Теперь мне доступно 100-120 кадров в секунду, но на 120 не работает автофокус 4К. Чтобы он заработал, нужно переключить камеру в 23-98 FPS, и опять-таки это мы узнаем из мануалов. То же самое и для Full HD 240 FPS. Кстати, Slow-mo пишется без звука, вдруг кому это важно. В режимах съемки 4К выше 60 FPS в камере включается Crop 1.1. Понятно, что такая камера требует и новых карт памяти. Официально Sony рекомендует новейшие CF-Express карты, которые стоят очень дорого, и это не преувеличение. Например, вот такая карточка на 256 гигабайт обойдется примерно в 30 тысяч рублей. На самом деле я использую более скромные SDXS класса V90 со скоростями около 300 мегабит в секунду. Этого вполне хватает для записи 4К 120 кадров в секунду, Full HD 240. Для остального вообще использую V30. Нормально работает. Вся музыка в любых видео на этом канале из Epidemic Sound. В описании есть ссылка на месяц бесплатного использования этого сервиса. Пользуясь Epidemic, ты получаешь лучшую библиотеку качественной музыки для собственных видео и оказываешь прямую поддержку лично мне. Спасибо. Кстати, можно неплохо сэкономить и писать видео на M2 SSD. И официально такой возможности нет, но существуют адаптеры CF-Express SSD, которые работают с FX6 нормально, я форумы читал. Из минусов такого способа у вас всегда будет открыт слот для карт памяти, вот тут будет Pro. Также не получится писать Slow-mo 120 FPS, что как бы странно, потому что скорости SSD позволяют, но ребят, кто этой штукой пользовался, говорят, что нельзя, не работает. Конечно, говорить про экономию на карточках, учитывая стоимость этой камеры, смешно, да? Но варианты как бы есть всегда, это приятно. В камере есть новейшая стабилизация с помощью гироскопа, которая появилась вот в новых камерах Sony. Это FX3, 7C, 7S3, ZV-1 и вот в FX9 ее тоже добавили. Это лучший способ стабилизации на текущий момент. Он не дает никаких искажений, как там матричная стабилизация и так далее, бывает же Леху дает. Но требует дополнительной работы на посте в специальном софте от Sony, Catalyst. Поддержку гироданных, кстати, уже добавили в DaVinci, скоро ждем ее в премьере, то есть будем делать прямо там, это в миллион раз удобнее. Как вы понимаете, обе моих камеры FX6 и 7C имеют такую стабилизацию. Других стабилизаций в FX6 нет. Можно использовать объектив со стабилизацией, но при использовании гиродаты его все равно придется выключать, потому что вместе их использовать нельзя. Кстати, при использовании гироскопа в динамике снимайте на коротких выдержках. Это официальная рекомендация от Sony, потому что, у вас motion blur, вы камере трясете, у вас некоторые кадры просто смазаны, это нет инфы. И вы их отставите с помощью гироскопа, но кадры будут размазанные, то есть будет четкий кадр размытый, как будто фокус теряется. Короче, как в случае с хромакеем, чем короче, тем лучше. Или не трясите камеры, так тоже работает. Я скептически относился к вот этому внешнему мониторчику, который не встроен в корпус, но на самом деле оказалось, что это мега фишка, очень удобно повесить его в любом положении, там можно отодвинуть, перевернуть, для съемки с плеча очень удобно, можно снять, повесить на рельсу, на риге и так далее. Единственное ограничение — длина провода, которым вот монитор подключается к камере. Я не знаю, есть ли к нему удлинители. Все функции ассистентов в виде фокус-пикинга, зебры, гистограмма введены в виде физических кнопок на самом мониторе. Сам экран яркий, насколько точно я сказать не могу, но со шторками в солнечный день проблем не возникало. То есть видно зону фокуса, можно наводиться, весь интерфейс очень удобно. По размеру это где-то 1,5 монитора моей 7C, 3,5 дюйма, это, понятное дело, маловато. Но чтобы оставаться в рамках мобильности, когда больше ничего не надо, решение отличное. Комплектная шторка надевается опционально, у меня она надета всегда, то есть удобно транспортировать, ты не опасаешься, что экран может поцарапаться, потому что просто закрыть его, как в нормальной камере, вот так к телу нельзя. Сам монитор, кстати, сенсорный, но это используется только для перемещения по быстрому меню, зачастую, потому что, как я говорил, тапом на фокус навестись нельзя, хотя фотики умеют. Надеюсь, в новых прошивках такую функцию добавят.
Что реально удивляет, насколько продуман и дружелюбен интерфейс вот на самом мониторе камеры во время работы. Камера понимает и показывает расстояние до объекта фокусировки. А сколько времени на твоих флешках осталось при текущих настройках, сколько времени будет работать батарея, всевозможные цветовые пространства, гистограмма и шаттер у тебя, и ISO. Все, тайм-коды, звук, все поместилось, все видно. За это респект. Ну и несколько ключевых вопросов на финал. В чем же роковое отличие от FX3? Зачем мне такая камера и доволен ли я покупкой? Ключевое отличие FX6 и FX3 идеологическое. Вы можете легко получить идентичную картинку даже на 7S3. Ребята, снявшие полнометражный фильм «Кадавр» на 7S2, крутят пальцем у виска. Тратить такие деньжища на FX6 в попытке получить лучшую картинку от FX3 — это безумие. Быстро перечислю, чего нет в FX3. Монтажного контейнера MXF, SDI тайм-код интерфейса, DCI 4K, встроенного переменного ND и контроля экспозиции с помощью Gain и индекса экспозиции. Ну и благословение Netflix. При этом в FX3 остался фотоаппаратный хвост в виде самой фотофункции S-Log 2 и питание 7,3 вольт от батареи серии Z, которые во всех фотиках Sony используются. Делает ли это FX3 не кинокамерой? Ребята из Кадавра продолжают смеяться. Более того, это даже плюсы. Компактная полнокадровая камера с большинством функций большой кинокамеры, доработанным скинтоном и автофокусом. Что еще желать, кроме снижения цены? Разница именно в подходе самой работы с камерой. FX6 впишется в любой продакшн, где снимают на FX9, потому что у вас практически идентичные органы управления, меню, аксессуары и требования к скорости. Работа с FX6 предполагает надежность и ответственность. Когда съемочный день команды стоит в лучшем случае, как эта сама камера, на фотоаппарата просто нельзя полагаться. Для этого здесь все органы управления вынесены наружу. Активное охлаждение пронизывает всю конструкцию. Питание 18,5 вольт от огромных банок и фиксирующийся BNC SDI как альтернатива HDMI. FX6 — идеальный швейцарский нож, в котором есть все, кроме, пожалуй, false color. Но это объясняется тем, что Sony искусственно ограничивает FX6, потому что она опасно близко подобралась к FX9. Но зачем мне такая камера? Во-первых, это красиво. Во-вторых, я смог себе это позволить. В-третьих, это последняя адекватная черта в покупке камеры лично для себя. Камеры уже подобного уровня зачастую существуют только в рентах. Я никогда не куплю себе камеру уровня Arri Alexa Mini, потому что их не покупают в личное пользование. Камера же уровня FX6 имеет все шансы быть отбитой по цене, в моем случае в Токио. Я взял ее с расчетом на постоянное использование в собственных творческих проектах на ближайшие лет 5, где мне не придется арендовать камеру, а также для коммерческой работы в нашем продакшене, где кроме качества данный аппарат просто умеет производить впечатление. Камеры выходят каждый год, а работать надо уже сейчас. И идеальная камера для всего, лично для меня, FX6. Но если речь идет просто о качестве картинки и цены, а также если остро стоит вопрос компактности, 100% FX3. Покупкой доволен. Подпишись на канал, порадуйся вместе со мной в комментариях и продолжай развиваться также вместе со мной. Спасибо за просмотр. Пока.